Сегодня на обзоре шнековая соковыжималка Dauken DSJ480, с помощью которой вы быстро и, что главное, без лишнего шума получите свежевыжатый сок. Ну и по традиции, чтобы не затягивать, начнем с распаковки. Посмотрим, что находится внутри многообещающей фирменной коробки. Сразу отметим, что над упаковкой реально постарались, как минимум защитив хрупкие элементы толстым слоем пенопласта с обоих сторон. А уже в нем мы нашли основной блок соковыжималки, чашу с отверстием для вывода сока и жмыха, шнек, резервуар для сока, который можно распознать по наличию слива, емкость для отходов, длинная щетка для ухода за устройством, пластиковый толкатель и инструкция полностью на русском языке. С ее помощью вы можете быстро понять принцип сборки и работы устройства, а также получить полезные советы по эксплуатации и уходу. И по поводу сборки мы говорим не просто так, потому как первые несколько минут, когда мы решили совместить, скажем так, все детали, возникли определенные трудности. Емкость, где фиксируется шнек, вставляется по направлению желобов. Вставить неправильно ее нельзя. А вот чаша сверху, что логично, съемная. Но чтобы вы могли ее зафиксировать, просто повернуть ее по направлению рисунка на внешней стороне недостаточно. Нужно обязательно открыть крышку сверху, чтобы освободить крепление у основания. И только тогда вы сможете зафиксировать чашу в одном положении, чтобы ничего никуда не съезжало в процессе работы. И дальше мы объясним, почему это сделано именно так. Ну и вот так устройство выглядит, когда все уже готово к работе. Но перед тем, как мы что-то будем делать, давайте поговорим про дизайн и характеристики. И вот по части визуала вообще никаких вопросов. Зеленый цвет, а точнее, как пишет производитель, Emerald, смотрится довольно благородно и дорого. К тому же сам корпус матовый, отчего вам не придется бороться с разводами и следами от рук. Хромированная вставка также дополняет силуэт и точно не вредит именно эстетическим ощущениям. Там же на основном блоке есть хромированное колесо управления, где вы можете поворотом в ту или иную сторону запустить процесс или включить реверс. Желоб для вывода сока закрывается, а значит никаких лишних капель или мусора на столе точно не будет. Ну а пластиковые элементы, хоть и пластиковые, но довольно прочные, переживать за сохранность деталей точно не придется. Ну и немного о характеристиках. Диаметр загрузочного отверстия 130 мм, чего вполне хватит для большинства фруктов или овощей. При этом нарезать их вообще не обязательно. Тут уже кому как удобнее, но на практике вы сэкономите не только силы, но и драгоценное время. Все размеры, а также объем уже на вашем экране. Можете поставить на паузу и изучить подробнее. Но самое интересное — это мощность мотора, которая составляет 250 Вт. Для тех, кому это ни о чем не говорит, поясняем. Этой мощности вполне хватит не только для, скажем, апельсинов или томатов, но и для чего-то потверже, например, яблок или даже орехов. Ну и самое главное — это уровень шума. Действительно, это довольно важный аспект, на который многие опираются при покупке подобной техники, так как не хочется слушать звуки, похожие на взлет самолета или нечто подобное. И вы их реально не будете слышать, потому как Dauken работает на уровне 50 дБ. Чтобы сок был без лишних волокон, а жмых сухим, производитель предусмотрел 3 степени фильтрации с помощью встроенных решеток разного диаметра: 0,5, 0,8 и 2 мм. Шнек выполнен из долговечных материалов, поэтому он прослужит долго, в том числе за счет того, что он не будет болтаться внутри соковыжималки, которая в свою очередь фиксируется на столе за счет продуманных ножек. К слову, чтобы избежать травм в процессе работы, если вы откроете крышку, двигатель моментально прекратит работу. И вот с этими знаниями отправляемся подготавливать ингредиенты для тестов и начинаем проверку. Первыми идут апельсины. Чтобы переработать такое количество, нам потребовалось около 3 минут. На выходе имеем 200 мл чистейшего сока. Но думаю, ни у кого не было сомнений, что с переработкой мягких фруктов проблем и не будет, поэтому берем 230 грамм моркови. На выходе почти 300 мл сока, весьма неплохой результат. И причем в обоих случаях сам жмых прямо сухой, вопросов к обещаниям производителя пока не возникает. Как вы догадались, с яблоками тоже проблем не возникло. Мы использовали 760 грамм яблок и получили примерно 400 мл сока. Ну и для должной уверенности покажем, как из заранее замоченного миндаля буквально за пару минут можно получить миндальное молоко. Без лишних комментариев, результаты на вашем экране. Осталось только все еще раз помыть, что, конечно же, делается довольно удобно, в том числе благодаря той самой длинной щетке. Ну и что можно сказать в качестве вывода?
Dauken DSJ480 удивил не только привлекательным дизайном, куда входят и приятные цветовые решения, но и техническими возможностями. Начиная от сверхтихой работы, заканчивая внушительной мощностью двигателя, вращающего шнек, что важно, в разные стороны. А результат работы вы и так уже видели, поэтому не можем не посоветовать соковыжималку к покупке, если ранее не могли определиться с выбором. А на этом сегодня все. Спасибо за просмотр, не забывайте о возможности поддержать нас лайком и до встречи в следующих видео.